Тайкиоку Шодан! Я! Я! Приветствую всех спортсменов! В этом видео мы подробно разберем ката Тайкиоку Шодан. Вы сможете наблюдать за медленным и быстрым выполнением этого ката. Также сможете его увидеть с разных ракурсов. Разберем каждый элемент движения поэтапно, а также внимательно рассмотрим карту продвижения. Поэтому занимайте удобные позиции, мы начинаем. Итак, приступим. Прежде чем обучаться, а затем выполнять ката Тайкиоку Шодан, вы должны запомнить следующие моменты. Первый – это то, что ката Тайкиоку Шодан мы выполняем стойки дзенкуцу дачи. Второе. Во время выполнения мавате, то есть поворота или смены позиции в противоположную сторону, мы выполняем блок гидан барай. И третье – это то, что при каждом продвижении вперед мы выполняем удар, который называется оицуки чудан. То есть в этом ката мы продвигаемся всего лишь в одной стойке, которая называется дзенкуцу дачи. При каждом мавате повороте, либо же смене позиции в противоположную сторону, мы выполняем блок гидан барай. И при каждом продвижении вперед мы выполняем удар оицуки чудан. Следующее, что вы должны запомнить, это то, что у каждого ката есть свой рисунок, то есть карта продвижения. Если мы будем смотреть на выполнение ката Тайкиоку Шодан сверху, то мы заметим, что мы рисуем своими движениями такую своеобразную букву N, только перевернутую. Сейчас я нарисую рисунок, и вы сможете наблюдать, как это выглядит на самом деле. Итак, представим, что вот эта точка, крестик, это наше начало. Это та позиция, в которой мы делаем поклон, объявление ката, затем становимся йой, и после этого мы начинаем ката. То есть вот здесь мы сейчас сделали поклон, объявили ката, стали йой. Первое наше движение будет в левую сторону от нас. Я рисую сейчас стрелочку вправо, но вы должны понимать, что рисунок мы сейчас смотрим как бы сверху, и вы должны его отзеркаливать. То есть, если мы бы делали ката по-настоящему, нам нужно было бы сделать движение в левую сторону. На доске я нарисовал стрелочку вправо, а в реале мы будем делать первое движение в левую сторону. Первое движение в сторону делается в стойке дзенкуцу дачи с блоком гидан барай. То есть мы смотрели ровно, сделали поворот, выполнили блок гидан барай. Следующее, второе движение, мы двигаемся вперед с ударом оицуки чудан. Затем нам нужно будет сделать поворот. Забрать переднюю ногу и поставить ее в противоположную сторону, естественно, с блоком гидан барай. Этот поворот называется поворот с подтягиванием передней ноги. После того, как мы его сделали, нам нужно сделать снова движение вперед с ударом оицуки чудан. После этого мы делаем простой поворот. То есть забираем переднюю ногу, подтягиваем к задней и ставим ее вот сюда. Направляем вот сюда нашу стрелочку. Сейчас будем двигаться вперед. Соответственно, этот поворот мы сделали с блоком гидан барай. Затем мы делаем 3 продвижения вперед с ударом оицуки чудан. Первое продвижение вперед, удар оицуки чудан. Второе и третье. Здесь у нас точка концентрации. Вот здесь у нас точка концентрации. Поэтому мы кричим кияй. Делаем паузу небольшую на 2-3 секунды и продолжаем выполнять дальше наше ката. Тут после точки концентрации, после кияй, нам нужно сделать сложный поворот. Что это означает? Это означает то, что нам нужно потянуть нашу заднюю ногу к передней и через спину развернуться вот сюда с блоком гидан барай. Затем мы снова делаем продвижение вперед с ударом оицуки чудан. Дальше
как и здесь, мы делаем поворот с подтягиванием передней ноги. Забираем переднюю ногу и ставим ее вот сюда. То есть забрали переднюю ногу, потянули к задней и поставили вот сюда. Дальше мы делаем продвижение вперед с ударом Оицуки Чудо. Раз, два. Сделали продвижение вперед. Затем снова простой поворот. Подтягиваем переднюю ногу, направляем ее вот сюда. С блоком Гидан-Барай. И опять же нам нужно сделать 3 продвижения вперед с ударом Оицуки Чудо. То есть вернуться назад в изначальное положение. Возвращаемся домой. Делаем первое движение, второе движение и третье. Точка концентрации кияй. Второй, последний кияй в ката. Но на этом ката наша не заканчивается. После точки концентрации, второй, после того, как мы крикнули кияй, нам нужно снова сделать сложный разворот, сложный поворот. Подтянуть заднюю ногу к передней и поставить ее вот сюда с блоком Гидан-Барай. Затем мы снова делаем продвижение вперед с ударом Оицуки Чудо. Разворот, подтягиваем переднюю ногу, опять же поворот с подтягиванием передней ноги, ставим ее вот сюда с блоком Гидан-Барай. И последнее, точнее предпоследнее движение вперед с ударом Оицуки Чудо. У нас также пауза происходит 2-3 секунды. И после этого уже делаем последнее движение в ката. Забираем переднюю ногу к задней. И становимся в изначальное положение. В позицию йой, с которой мы начинали. Всего в ката 21 движение. Вместе с позицией йой. Когда мы завершили ката, нам нужно стать в позицию йой. Это 21 движение. Итак, что мы узнали после того, как мы подробно рассмотрели рисунок? Это то, что в нашем ката есть повороты, либо же развороты. Первый поворот, который нам встретился, это поворот с подтягиванием передней ноги. После этого нам встретился простой поворот, когда мы сделали поворот с подтягиванием передней ноги, продвижение вперед с Оицуки Чудо, и нам нужно было поставить нашу переднюю ногу на эту линию для того, чтобы сделать 3 продвижения вперед и очутиться в точке концентрации, крикнуть кияй. Поворот называется простой поворот. Затем, после того, как мы выполнили простой поворот, стали на эту линию с блоком Гидан-Барай, мы делаем 3 продвижения вперед с ударом Оицуки Чудо. Раз, два, 3. И на третьем движении мы в точке концентрации кричим кияй. После этого 2-3 секунды пауза. И мы выполняем сложный разворот. Забираем заднюю ногу, подтягиваем ее к передней и через спину разворачиваемся на вот эту линию. То есть вы видите, что в этом ката у нас есть 3 составляющие. Это стойка, которая называется дзенкусудачи, блок Гидан-Барай, а также удар Оицуки Чудо. Также в этом ката присутствуют 3 поворота. Поворот с подтягиванием передней ноги, простой поворот и сложный. Ну и также не забывайте, что у нас есть 2 точки концентрации, в которые мы должны крикнуть кияй. Также помните, что вначале я вам говорил, что если мы будем смотреть на выполнение ката Тайкиокушинан сверху, то мы заметим, что мы своими действиями рисуем своеобразную букву N, только перевернутую. Если посмотреть сбоку, то это будет буква N. За это вы также не должны забывать. Держите у себя этот рисунок в голове, так как это будет ваша карта продвижения, для того, чтобы не путаться и не делать лишних движений. Ну и сейчас я переставлю камеру, и вы сможете наблюдать за медленным выполнением этого ката. Также разберем каждый элемент поэтапно. Ну и в конце я сделаю это ката быстро, так как положено делать на соревнованиях и либо же аттестации. Итак, сейчас разберем каждый элемент и движение поэтапно. Я буду озвучивать каждое свое действие. Становимся в позицию йой, мусубидачи, поклон, объявление ката, тайкиокушодан. Небольшая пауза и снова позиция йой. Начинаем первое движение. Ич, левую ногу ставим влево от нас.
Левая рука становится на правое плечо. И идет движение в левую сторону. Напоминаю, что мы в стойке дзенкуцудачи выполняем блок гидан-барай. И делаем мы это одновременно. Второе движение. Ни. Подтягиваем заднюю ногу к передней. Они у нас сейчас должны находиться вместе. Рука, которая на хиките, выдвигается немного вперед. Рука, которая делала гидан-барай, блок, возвращается назад. То есть они у нас сейчас находятся вместе. И после этого мы делаем продвижение вперед с ударом Оицуки Чуден. Вот таким образом. Далее, третье движение. Делаем поворот с подтягиванием передней ноги. Сан. Забираем переднюю ногу к задней. Рука, которая у нас только что сделала удар Оицуки Чуден. Мы ее ставим на плечо, на левое плечо. Делаем разворот через спину. Вот таким образом. И выполняем блок гидан-барай. Затем четвертое движение. Ши. Задняя нога к передней. Руки снова вместе. Продвижение вперед. Удар Оицуки Чуден. Пятое движение. Выполняем простой поворот. Го. Подтягиваем переднюю ногу к задней. Рука, которая у нас только что выполняла удар Оицуки Чуден. Ставим ее на плечо. И разворачиваемся в сторону. Делаем блок гидан-барай. Выполняем простой поворот. То есть мы забрали переднюю ногу и ее же поставили вот сюда. Теперь нам нужно сделать 3 продвижения вперед с ударом Оицуки Чуден. Ич. Ни. Сан. Точка концентрации кияй. После точки концентрации вы должны помнить, что мы делаем сложный поворот. Ич. Подтягиваем заднюю ногу к передней. Рука, которая на хиките, ставится на плечо. Делаем разворот через спину. Вот таким образом. И выполняем блок гидан-барай. Затем продвижение вперед. Ни. С ударом Оицуки Чуден. Делаем поворот с подтягиванием передней ноги. Ич. Подтягиваем переднюю ногу к задней. Рука, которая только что выполняла удар, ставится на плечо. Делаем разворот через спину. Одновременно с блоком гидан-барай. Сан. Продвижение вперед с ударом Оицуки Чуден. Ши. Простой поворот. Забираем переднюю ногу и ее же направляем в сторону. Для того, чтобы сейчас выполнить 3 продвижения вперед с ударом Оицуки Чуден. Что мы, собственно, сейчас и делаем. Поехали. Ич. Ни. Сан. Точка концентрации кияй. Ну и после этого делаем снова сложный поворот. Ич. Подтягиваем заднюю ногу к передней. Руку, которую на хиките, ставим на плечо. И делаем разворот через спину. Ту позицию, с которой мы начинали выполнять кат. Далее. Ич. Продвижение вперед с ударом Оицуки Чуден. Ни. Забираем переднюю ногу, делаем поворот с подтягиванием передней ноги в противоположную сторону, одновременно с блоком гидан-барай. И предпоследнее движение Сан. Вперед с ударом Оицуки Чуден. И Ши. Забираем переднюю ногу и медленно возвращаемся в позицию Йой. Стойка Хачиджи дачи. После этого Мусуби дачи. Поклон. И снова Йой. Тайкио Кушаран. Иа! Иа!
Taekyoku Shodan. Я! Я! Теперь мы сделаем ката по связкам. Как это выглядит? Становимся в позицию йой. Поклон мусубидачи. Объявление ката. Тайкёку шодан. Йой. Делаем ката подсчет по связкам. Ич. Первое движение. Второе движение. Ни. Третье движение. Четвертое движение. Сан. Пятое движение. Ши. Шестое. Го. Седьмое и восьмое движение. Дальше идем. Рок. Также два движения делаем. Стич. Раз. Два. Хач. Одно движение. Ку. Одно движение. Джу. Два движения. Раз. Два. Ич. Два движения. Ни. Са. Возвращаемся в позицию йой. Делаем поклон. Это также очень хороший способ выучить ката Тайкёку Шодан. Поэтому советую его как можно чаще применять. Также не забывайте про то, что вам нужно будет посмотреть видео, как я делаю ката Тайкёку Шодан. После этого по видео можете ставить на паузу каждый фрагмент, либо же ставьте смартфон, смотрите на телевизоре, компьютере, становитесь в позицию йо и повторяйте каждое движение вместе со мной. И старайтесь запоминать каждое движение для того, чтобы, к примеру, либо же нажать видео на паузу, или вовсе выключить его и попробовать сделать ката Тайкёку Шодан самостоятельно. Так вы намного быстрее научитесь его делать, и на аттестации, либо же соревновании у вас не возникнет никаких проблем с его выполнением. Сейчас сделаем ката по связкам в быстром темпе, с кияй, как положено. Становимся йой. Я также буду озвучивать счет. Поклон, мусубидачи. Объявление ката. Тайкёку Шодан. Йой. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Я. Рок. Стич. Хэч. Ку. Джу. Я. Ич. Ни. Са. Ши. Йо. Также хотел добавить обязательное условие при выполнении данного ката. Первое, это то, что после каждого движения вы должны делать микропаузу. То есть сделали движение, остановились на доли секунды для того, чтобы судьи на соревнованиях, либо же экзаменатор на экзамене смогли оценить вашу стойку и выполнение удара, либо же блока. Второе. После точки концентрации, когда вы кричите кияй, у вас должна быть большая пауза в районе 2-3 секунд. Ну и после завершения ката, когда вы сделали, так сказать, предпоследнее движение, у вас также должна быть небольшая пауза
И после этого вы возвращаетесь медленно в позицию йой. Затем делаете поклон и снова становитесь в позицию готовности. Давайте еще раз. Первое, это то, что после каждого движения у нас микропауза. После каждого движения при выполнении блока, либо же удара, микропауза. Второе. После киай, после наших 2 точек концентрации в этом ката, мы делаем большую паузу в районе 2-3 секунд. Ну и третье, это после завершения ката, после того, как мы сделали предпоследнее движение, мы делаем снова паузу в районе 2-3 секунд и медленно возвращаемся в позицию йой. Итак, вы должны запомнить все эти правила, все эти условия, так как на экзамене это вам сможет помочь повысить вашу оценку, а на соревнованиях победить. Но также вы должны помнить, для того, чтобы получить максимальную оценку, либо же выиграть поединок, вам необходимо делать каждый элемент правильно, каждый поворот вы должны делать правильно, чтобы он соответствовал данному ката. То есть, если вы, к примеру, сделали удар Оицуки Чуден, а следующее у вас движение, поворот с подтягиванием передней ноги, противоположную сторону, одновременно с блоком Гидан-Барай, то рука, которая у нас сделала удар, должна стать сначала на плечо, это обязательное условие, и только после этого сделать блок Гидан-Барай. Также при переходах вперед в стойке Зенкусудачи наши ноги рисуют своеобразные полукруги, если вы посмотрите сверху, для того, чтобы наши ноги оставались всегда на 2 линиях. Что еще хочу добавить? То, что при каждом повороте Мавате, особенно во время выполнения сложного поворота, спортсмены часто путаются и ставят ногу слишком рано. И из-за этого у них ноги стоят на одной линии, что в стойке Дзенкусудачи, собственно, неправильно. То есть, когда вы делаете сложный поворот, не спешите, согните ноги, потяните заднюю ногу к передней, сделайте разворот. Обязательно посмотрите, оцените ситуацию и только после этого поставьте заднюю ногу, которую вы только что подтягивали к передней вперед, на правильную позицию, так, чтобы ваши ноги сохраняли 2 линии. Начните сначала с медленного выполнения, после этого вы начнете привыкать к этому и уже будете делать быстро. Но самое главное, чтобы вы не спешили при обучении этого ката и делали каждый поворот так, чтобы ваши ноги стояли всегда на 2 линиях после его завершения. Своим спортсменам я объясняю, что рисунок и то, как надо выполнять ката Тайкиоку Шодан, то есть как нужно выполнять поворот Гидан-Барай, как должны вести себя руки при поворотах, при продвижениях вперед. Похоже на то, как мы играем, к примеру, на гитаре какую-то мелодию. То есть у нас есть аккорды, у нас есть специальные ноты, нам нужно левой рукой мы зажимаем аккорды, правой делаем бой, к примеру, вверх-вниз. Если мы играем на гитаре, можно перебирать струны. То есть, что я имею в виду? Ката, выполнение правильного ката нам даст то, что мы выиграем поединок, либо же заработаем самую высокую оценку на экзамене. У этого ката есть свой рисунок, правильное выполнение поворотов и правильное выполнение блоков и ударов. Также у определенной мелодии, когда мы играем на гитаре, есть свои ноты, свои аккорды. Но если во время того, когда мы будем исполнять какую-то песню, мы заменим аккорды, либо же будем неправильно играть рукой, там, к примеру, если нам нужно было 2 раза вниз, а мы сделали 1 раз вниз, потом вверх, мелодия меняется, и, соответственно, песня уже играет совсем по-другому. То есть это не та песня, которую мы планировали изначально. Поэтому вам нужно при выполнении ката, данного ката, который называется Тайкиоку Шодан, соблюдать все правила. Для того, чтобы выполнить его правильно, заработать максимальную оценку, ну и выиграть поединок, как я вам сказал. Помните, это очень важно. Не пытайтесь сделать это ката быстро, спрятать какие-то движения для того, чтобы судьи не смогли их рассмотреть полностью. Это как раз таки приведет к ошибке и к поражению. Поэтому обязательно учитесь этому ката медленно, прорабатывайте каждое движение, ставьте это видео на паузу, просматривайте каждый элемент. Также не забывайте, я вам ранее говорил, что вы должны запоминать ката, после чего ставить видео на паузу, либо вовсе выключать, и пытаться сделать его самостоятельно, без видео, просто вспоминая в голове у себя держать рисунок, мои слова, которые я вам говорил, картинку, как вы только что смотрели на видео, и пытаться воссоздать это по-настоящему, сделать это ката самостоятельно.
Данное видео подходит к концу, поэтому к завершению хочу пожелать каждому спортсмену удачи в обучении и выполнении данного ката. У вас все получится. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, для того, чтобы популяризировать карате и спорт в частности, а также для того, чтобы как можно больше спортсменов увидело данное видео и смогли обучиться ката Тайкиокушин. До новых встреч, всем пока, ос.